Большая космическая станция приближается к Солнцу. Ужасающая жара звезды начинает плавить оболочку космического аппарата. Еще немного, и станция взорвется в огне. В мгновение ока она разрушится в мощном взрыве. Ах, как же печален конец. Если бы это было правдой, то это не была бы станция. Это была бы комета, известная как 3I Atlas. И несмотря на все, что говорят люди, она все еще цела и процветает. Дело в том, что в сети ходит слух о том, что комета 3I Atlas взорвалась, когда она приблизилась к Солнцу, но астрономы говорят, что это неправда. Взрыва не было, и ядро кометы выглядит целым и неповрежденным, что довольно удивительно, ведь кометы, проходящие очень близко к Солнцу, обычно претерпевают серьезные изменения. Видите ли, кометы состоят из смеси льда, пыли и каменистых материалов, именно поэтому их часто называют грязными снежками. Когда они приближаются к Солнцу, интенсивное тепло от нашей звезды заставляет их лед превращаться в газ. Этот новый газ может выбрасываться огромными струями, образуя облако вокруг кометы, называемое комой, или быть отнесенным в длинный хвост. Солнечный свет заставляет все эти части ярче сиять, и даже люди с маленькими или простыми телескопами могут изучать комету, если условия для наблюдения хорошие. Но помимо того, что это захватывающее зрелище, такое близкое приближение может отколоть части кометы или даже разорвать ее ядро на куски. Теперь правда, что некоторые кометы переживают этот процесс, но многие, особенно маленькие или кометы, впервые входящие в внутреннюю часть Солнечной системы, разрушаются на куски или исчезают полностью. Однако 3 Atlas действовал иначе. Итак, она достигла своей ближайшей точки к Солнцу 29 октября 2025 года. Эта точка называется перигелием. В этот момент комета находилась примерно в 130 миллионах миль от Солнца. Это примерно в 1,5 раза больше расстояния между Солнцем и нашей планетой. Комета также находилась на противоположной стороне Солнца относительно Земли. Таким образом, звезда блокировала видимость, и мы не могли увидеть комету. В любом случае, несмотря на то, что 3 и Атлас гипотетически могла бы развалиться на части или выбросить множество фрагментов, этого не произошло. Ядро осталось целым. И это сделало поведение кометы еще более необычным и интересным для ученых. Они внимательно изучили новые фотографии и сказали, что все выглядит нормально. Интересно, что за день до этого некоторые люди подумали, что комета раскололась на части после того, как она вышла из-за дальнего края Солнца. Эта идея стала популярной после того, как в блоге сообщили, что комета потеряла много массы. Чтобы подкрепить это утверждение, блог использовал фотографии, сделанные 9 ноября 2 маленькими телескопами в Испании. На снимках были видны струи газа, выбрасываемые из кометы. Ученые использовали эти данные для оценки того, сколько материала уходит от кометы, утверждая, что она должна была бы расколоться хотя бы на 16 частей. Однако многие ученые усомнились в этом заявлении. Большинство исследователей утверждают, что нет доказательств того, что комета взорвалась. Один из ученых, который изучает эту комету, сказал, что все изображения, которые он видел, показывают совершенно нормальную, здоровую комету. Нет признаков того, что основное тело кометы разрушилось. Тем не менее, теперь, когда комета снова возвращается в поле зрения, астрономы следят за ней очень внимательно. Они хотят узнать больше о материалах и структуре кометы. Сейчас, если посмотреть на нее с Земли, комета кажется медленно поднимающейся в восточном небе. Если погода хорошая, люди в многих частях северного полушария могут увидеть ее с помощью небольшого телескопа, например, с линзой 6 дюймов. И многие действительно обращают внимание на эту комету. С момента ее открытия в июле она стала центром множества любопытных идей. Некоторые уверены, что комета, которая пришла извне нашей Солнечной системы и может быть старше 7 миллиардов лет, может быть зондом,
посланным другой цивилизацией. Однако большинство астрономов, конечно, сильно не согласны с этим. Они считают, что комета совершенно естественная и пришла из другой звездной системы где-то в Млечном Пути. И это действительно захватывающе. Комета 3И, Атлас, это только третья межзвездная комета, когда-либо увиденная, и она является самой большой из таких. До этого кометами, прошедшими через нашу систему, были 2И Борисов, которая пролетела в 2019 году, и Амуаму, странный и длинный объект, который появился в 2017 году. Но третий Атлас с ее ядром, достигающим 3,5 мили в диаметре, затмевает Амуаму, который был всего лишь 0,4 мили в длину, и Бориса, чей диаметр составляет около 0,3 мили. Кроме того, 3И Атлас может быть самой старой кометой, которую когда-либо наблюдали люди. Амуаму значительно моложе, около 1 миллиарда лет. Он пришел из тонкого диска галактики, где все еще рождаются новые звезды. Это был первый известный объект из другой звездной системы, который прошел через нашу Солнечную систему. По сути, наш первый межзвездный гость. Он был сильно вытянут, в 10 раз длиннее, чем в ширину, в отличие от всего, что мы видели в космосе. Что касается второго Борисова, то ему примерно 1,7 миллиарда лет. Он также пришел из тонкого диска и стал первой подтвержденной кометой, пришедшей из другой звездной системы, предоставив ученым редкую возможность заглянуть в состав и историю миров за пределами нашей Солнечной системы. В отличие от первого межзвездного гостя Амуаму, который больше походил на астероид, Борисов вел себя как классическая комета. У него был яркий ком, временная расплывчатая атмосфера из газа и пыли, образующаяся вокруг ядра кометы, когда она приближается к Солнцу. Кроме того, у него был длинный хвост из пыли и газа. Сейчас 2И Дема Борисов уходит от Солнца и больше никогда не вернется, но он дал ученым редкую возможность заглянуть в химию и историю далеких миров. Теперь вернемся к комете 3А Атлас. Она пройдет наиболее близко к Земле 19 декабря. До этого момента ученые проведут еще множество наблюдений. Люди также будут выдвигать новые теории о комете. Это точно. Но лучше всего быть осторожным и не верить всему сразу. Кстати, хотя вы не сможете увидеть эту знаменитую комету своими глазами или через обычный телескоп, есть хорошие новости. Мощный телескоп в Италии ведет прямую трансляцию кометы бесплатно. Ух ты! Так что любой может наблюдать за этим загадочным объектом, когда он пройдет мимо. Ученые считают, что эта комета весит около 33 миллиардов тонн. Это большое число. Как насчет того, чтобы провести несколько сравнений? Эйфелева башня весит около 10 тысяч тонн. Так что 33 миллиарда тонн – это как 3,3 миллиона Эйфелевых башен. А если решите сравнить космического гостя с зданиями, то 33 миллиарда тонн – это примерно вес нескольких огромных городских территорий, полностью состоящих из стали и бетона. Итак, 3 Питараки. Атлас была впервые замечена в июле системой последнего предупреждения о столкновении с астероидами НАСА, из которой, если вы внимательно следите, она и получила прозвище «Атлас». Вскоре после этого НАСА подтвердила, что объект не является частью нашей Солнечной системы. Кроме того, помимо того, что 3 Атлас огромна, она необычна и несколькими другими способами. Проходя через Солнечную систему, она выбрасывает огромное количество углекислого газа и пыли. Это указывает на то, что 3И Атлас в 3-5 порядках величины, что означает в 1100 тысяч раз более массивно, чем 2 других известных межзвездных визита. Такая огромная разница – настоящая научная загадка. Она также движется невероятно быстро, около 150 тысяч миль в час, что почти в 200 раз быстрее звука. Эй, да все это бы вам привело к штрафу за превышение скорости.
И в отличие от объектов в нашей Солнечной системе, которые следуют по кривым траекториям из-за гравитации, 3I Atlas движется по почти прямой линии. Это само по себе делает ее уникальной. Теперь, когда комета прошла Солнце, телескопы на Земле снова могут ее увидеть. Комета Сьета-Трепику, Атлас, важна для нас, потому что это всего лишь третий межзвездный гость, которого мы когда-либо видели, и, возможно, самый большой и старый из всех. И она не разрушилась рядом с Солнцем, как многие другие кометы. Изучая ее, ученые могут узнать, какие материалы существуют в других звездных системах. И лучше понять, как образуются кометы и даже планеты в нашей галактике. На этом все на сегодня. Так что если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.